Что, непривычно видеть меня в такой коробочке? Ну ты да, тут как богатырь такой. Самому непривычно. Всем привет. Hyundai i20. Как по мне, чисто женский автомобиль. Ну, после Хавала, понятно. Но сразу скажу вам впечатление, вот как для города, то вообще бомба. Мужчины, кто эксплуатирует такой автомобиль, пишите в комментариях сразу под видео, как вам машинка. Городская такая коробочка для поездки в супермаркет за продуктами, то, что нужно. На зимней резине едем сейчас, поэтому шумноват ход. Ну и вообще, наверное, как бы это особенности этого автомобиля, небольшая шумность. И что главное в нашем случае, коробка автомат. Четырехступенчатый автомат, мотор 1.6, там или 115, или 120 лошадей. При таком небольшом кузове хорошее соответствие мощности, резвости, даже на автомате. Мультимедиа, я так понял, наверное, устанавливались уже отдельно, докупались. Ну, все остальное по минимуму. В общем-то, красиво. Мягкая торпеда, поверхность. Так, еще один вот сразу минус. И то, что не дает удобства вождению, не доставляет удобств. Отсвечивает торпеда в лобовое стекло, и ты видишь, торпеда мешает, надо какую-то или накидку бросать. Ну, женщины, то уже сами они знают, как что делать. Огромный плюс вот автомат. Огромный плюс этого авто. И чтобы женщине эксплуатировать его, это авто, то, конечно, автомат — это сила. Сейчас попробуем немного на набор скорости. Ну, медленный отклик автомата, но набирает, как бы вот. Задумчиво переключает, есть паузы, не быстрая работа автомата. Но, я же говорю, это не гоночное авто. Вид его, понятно, что показывает, что это авто для женщины. По-нормальному это для женщины, ну а по необходимости может и мужчина использовать. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Светлана первый раз за рулем этого автомобиля. То есть тот момент, когда женщина с малым опытом, Без но опыта. имеющая, вот Без даже, вот опыта. она, 2 даже роки я говорит, навіть не сідала за кермо без після... опыта. И сейчас посмотрим, как этот автомобиль дастся ей в управлении. Именно автомобиль, приспособленный для женщины. Я думаю, что на таких автомобилях уже нужно и автошколам обучать женщин, потому что вот, наверное, вот это идеальный вариант. Ну, с механикой понятно, нужно также обучать, но автомат — это все удобство. Запускаем двигатель, нажимаем на тормоз, включаем зажигание, Сразу. отпускаем ключ. В паркинге стоит тормоз, можно отпустить пока. Нажимай тормоз и включай драйв. Нажимай кнопку, включай драйв. Плавно отпускай тормоз. Машина едет сама уже. Тебе остается рулевать и потихоньку добавлять газ. Туда вверх. По кругу, да. Притормаживаешь. У тебя 2 педали. Супер. 2 педали у тебя, смотришь на... Притормаживай. Я притормаживаю. Ты думаешь, что Крутись. Осторожно, яма, тормози. Руль нормально держи. Ну, сейчас. Газ и тормоз, все, ты смотришь за машиной, за Прямо дорогой, чи туди рулишь. їхати? Я не знаю, куди та дорога їде. Развернемся прямо. Расходом топлива не хвастается автомобиль. Может, по городу литров 10, наверное, 11. По трассе, наверное,
смотря с какой скоростью ехать. Опять же, все это четырехступенчатый вот этот автомат. Был бы пятиступенчатый, соответственно, по трассе был бы расход меньше. Всім привіт! Сіла подивитися, як в цьому автомобілі вперше. Збоку я з Романом їхала, зручно. Я подивилася вже на габарити, наскільки видно. В цій машині добре видно, вона маленька і, ну, на мій погляд, для міста це те, що треба. Особливо для жінок, тому що якщо великий автомобіль, то погано видно габарити. То, что это женский автомобиль, уже говорит. Вот это вот место сзади. Все. Все. Ну, в общем-то, поместиться можно, но сидишь вот как на распорке. Здесь уперся, здесь хорошо уперся. То есть ты зафиксирован, держишься за спинку и никуда не денешься. Плюс еще упираешься, распираешься в потолок. И ты, в общем-то, вот сидишь как в капсуле. Еще и ручка есть. Очень удобно, то есть очень безопасно. Здесь вот сзади. Це автомобіль для жінок з дітьми, а не для чоловіків. А если вот такие дети есть, как я, переростки, им уже надо покупать что-то побольше. Окремо, да. Например, есть Hyundai i30. Там места сзади больше, а это вот именно женский вариант. Да, и правильно Светлана сказала, для женщин с детьми. Вот для детей здесь как раз то, что нужно. Далеко никуда не денется. Ух ты, ё-моё, все, застрял. Крісло доволі таке зручне в автомобілі, руль теж удобно. Ну, мені удобно, як для жінки невеликої, то сидіти удобно, головою ніде не впираюся. Можна, якщо хтось більший, зручно ось виставити собі крісло так, як потрібно. Так само і спинка теж виставляється, от я під себе зробила трошки. Тот вариант рассматриваем, когда Светлана за рулем, а я еду сзади. Сиденье подвинуто. О, ну теперь я себя чувствую нормально. Но Вже й головою не и впираєшся. головой не упираюсь. Но нету Что ж вот таке? этой безопасности, когда ты распертый по всем краям. Теперь я буду болтаться здесь. Вот Ой, так. ну чоловікам ніяк не вгодиш. І так не так, і так не так. Так, сідаю ззаді. Ну, тут місця достатньо. Я під себе зробила крісло водія. І якщо тут буде сидіти дитина, така як я, стільки там в мене 1,60 м зріст, ну або менші діти, то тут дуже зручно, нормально, ніде я не головою, тут підпригувати навіть можна, все нормально. Минут 10 за рулем и уже привык к автомобилю. Кстати, посадка очень удобная. Даже вот для мужика сидеть до потолка еще есть место при средний рост 1,80 м. Сиденье удобно, до педалей нормально доставать. Руль. Кстати, руль регулировка имеется. Руля, кажется. А, нет, здесь нет, что-то есть. Как впечатление? Ну, це не Жигулі. Не, ну я сразу в начале видео сказал, что это не Жигули, это Hyundai называется. Hyundai. Ну, в управлінні це ж зовсім другое. Конечно, совсем другое. Тут автомат, тут тебе не нужно ничего дергать, она сама едет. Да. Газ, тормоз, все. И смотри за дорогой. Габариты удобные. Ну, габариты машины удобно видеть, по крайней мере. Там кнопочка, рычажок. Ну, да. Рычажок вот здесь такой. Ого, то тут Сам нормальний знак не багажник. поднимается. Глянь. Тут і я залізу, тут можна когось покласти. И багажник Ну, здоровий для цієї машини. какой-то глубокий. Да. Там ще щось є. Там Можно запаска, прямо мабуть. рыбу ложить, и она не выпрыгнет. Да, С ще там рыбалки, воно. если ехать. Запаска нормальна, ще й аптечка туди влазить, все знизу. Полноразмерное колесо запасное. Здесь металл, не зашумлено, ну, можно кому что. В случае чего можно туда еще что-то накидать. Ну, до Но речі, как для компактного автомобиля, то багажник Ну, довольно-таки. І ще зверху ось у сумочки можна класти. Полочка, Легенькі. Да. Тут сбоку вроде бы смотришь, что Я не думала, що тут стільки місця ну, нет буде. багажника.
двери, сразу вот идет как бы стоп и уже все, Супер. заканчивается автомобиль. А когда заглядываешь внутрь, то понимаешь, что багажника очень-таки много. Классно. Ось тут можна таке легеньке щось покласти. Не тяжке. Подвеска также для города, для нашего ямы, там то все. Комфортная машинка идет отлично. Многорычажка сзади и впереди Макферсон, то есть дают о себе знать. Вполне комфортно и управляется авто также отлично. Вот. На руль откликается. Тут немає теж зручно, що не треба перестрибувати. Панель. Да, ну, от буває в автомобілях там панелі. Що тут ще є таке. Так, ну. Телефон, це я так зрозуміла, тут водію можна класти. Тут еще и кожаный салон получается. Ну да, ну, таке Кожзаменитель. приємне, да, на ощуп приємне. А сидіння. Ну і, до речі, що хочу сказати, ми після якогось тест-драйву автомобіля, не пам'ятаю вже, який ми дивилися, да? Що ці штуки Citroen. да, мішають і прямо таки навіть і мені мішали в тій машині, якось дуже випирали. То тут вони начебто випирають, але ось я сидю, вони якось там далеко. Тобто я прямо до них ось сідаю. Что главное, с бегущих через дорогу не задавить. Ну туда, на этой улице как раз так много таких. Ну, это город, Сильно. поэтому Сейчас. Ну вот как раз на этой улице тут очень нужно много. выезжать ночью, наверное, чтобы не было. А тогда люди Нет, живут. просто же. надо смотреть внимательно. Люди живут, двигаются, бегают Конечно. через дороги. Это жизнь. Маршрутки останавливаются. Главное не лишить кого-то жизни. Естественно. Ну и не догнать никого в жопу. Первые два правила для женщины. Вот смотри, осторожно. Если это тоже женщина за рулем, то может быть, как говорится, дуплет. Никакого отвращения, вот как бы вот садишься первый раз за руль, и там что-то неудобства какие-то, ну, вообще нет. Вот сел, как вроде бы и ездил на этом авто уже долгое время. Стеклоподъемники электрические, управление зеркалами, электроскладывание. То есть все эти моменты есть. Мультируль вот даже. Далеко вперед смотришь. Смотрю. Сразу смотришь далеко вперед, оцениваешь ситуацию, потом близко. Да. Включаешь это все в компьютере, в голове, анализируешь. И даешь команду ногам и рукам. Вот кайф, да, не надо дергать ручку. Как на троллейбусе едешь, только за рулем. Я в в салоне. троллейбусе еще не ездила. Почти так же. Только без проводов.